Мальчики и девочки, приветствую вас всех на своем канале Амадея Таро. С вами Вероника. Сегодня расклад без соплей. Как прошли ваши чистки, ритуалы на 13 января. Оно же новолуние. Оно же Старый Новый год. Она же Мара Зимняя. Светодень, когда Великая Темная Владычица, хозяйка зимних стуж, входит в свою полную силу. Считается, что в этот день, в сию пору, на волю отпускаются лихорадки или сестрицы-трясовицы, дочери Мары, обитающие во мрачных подземельях мира Нави. Собственно говоря, кто как использовал этот день, это дело каждого, но с учетом того, что было новолуние, то, сами понимаете, сюжеты подзакрутились у многих. Итак, определяйтесь с вашим вариантом. Первый – стихия воздух, вторая – стихия огонь, третья позиция – это стихия воды, четвертая позиция – стихия земли. Буду смотреть, как прошли ваши ритуалы в этот день, что делали недоброжелатели и что их ожидает. И первыми я буду смотреть стихию земли. Кто выбрал зеленый ловец снов, либо зеленое сердечко, я вас приветствую. Давайте-ка посмотрим, как ваши дела, да? Возможно, кто-то еще определял для себя, может, чистка финансов была, ну, то есть материального плана. Тоже очень хорошо. Так, еще, ребят, по вашим предложениям для тем, я все себе записала отдельно, то есть темы будут, но в данных энергиях актуальнее вот эти вопросы просмотреть, которые у меня уже были запланированы, а потом я уже буду переходить и к тем темам, которые вы мне предложили в комментариях. Итак, зеленый вариант, давайте-ка все-таки поехали. Как прошли ваши ритуалы? Предки, духи рода помогали. Помогали выйти из какого-то повешенного состояния, перейти в свою силу. Это один из вариантов. Второй вариант в том, что вам помешали сделать ваши ритуалы. Помехи были. В любом случае они вам идут на пользу. Любая остановка, которая будет, это по решению высших сил, для того, чтобы вы нашли баланс души и разума внутри себя. Вам самопознание необходимо, оценить ситуацию, помедитировать, спланировать что-то, найти истину ваших причин и тому подобное, да? Здесь могли чистить родовые программы, либо что-то связанное с прошлым, с вашим. Но здесь смотрите. Здесь, знаете, если останавливают вас, то есть не так пошло, как вы планировали, то только для того, чтобы вы научились доверять своему внутреннему голосу. Хранить тайны, постигать тайны. Здесь вас еще выводят, знаете, на какой путь? Чтобы вы научились через магию себя защищать.
Даже вот знаете, я здесь уверена по этому варианту, что когда вы проводили ритуалы, либо чистки, вы поняли, что где-то что-то идет не так. Вот вы должны научиться слушать свои инстинкты внутренние в первую очередь. Здесь две карты об этом говорят. Научись слышать себя. Итак, смотрим, что вам делали недоброжелатели. Здесь совет вам вот именно слушать себя, научиться понимать себя, подружиться с самим собой. Ритуал как-то больше в это русло пошел. Итак, смотрим, что вам делали. На полнолуние в страхе вас сгоняли, чтобы вы не выходили в новые начинания. Здесь больше по тому, чтобы вы не находили своих соратников, людей по своим вибрациям, близких по духу, чтобы вы боялись. Вот очень хотят, чтобы вы как по закольцовке в страхах сидели. Знаете из-за чего? Потому что понимают, что еще чуть-чуточку, и вы войдете в свою силу и дадите обратно в полной мере вашим недоброжелателям. Они очень боятся, что восторжествует справедливость, что им прилетит все их деяние, да? Здесь также могли вас опаивать, окармливать всякой дребеденью. Вплоть до того, что подсыпали могильную землю вам в еду и в питье. И не просто землю, а которая, в ритуале была. Итак, что ожидает ваших недоброжелателей? Кто-то им глаза-то подоткроет, они в определенных иллюзиях сидят и... Да, несмотря на их оморочки и вот все то, что на них влияет, вся эта деструктивная энергия, да, тот нижний план, низкочастотный, они получат откровение свыше. Что болезни их не просто так, болеть будут. Сейчас посмотрим, душа ли или уже и на физику перекинется. Власти люди хотели над вами в основном, понимаете? Тут подавление воли тоже через привороты, чтобы вы делали, что им хочется. Эти люди неоднократно вас предавали, поэтому будут преданы сами. Они будут обращаться к какому-то человеку за помощью, и этот человек расскажет им, что все их колдовство летит в пух и прах в одно место, давайте скажем, в Тартар, и что больше у них ни хрена не получится, и им прилетел обрат. И обрат этот снимать даже этот человек не возьмется. Люди потеряют в статусе, в деньгах, в своих достижениях, потеряют контроль над кем-то или над чем-то. Здесь также идет, мне знаете, что как опозорены в обществе. Итак, что ждет ваших недоброжелателей? Вы знаете, здесь на них будут делать то же самое колдовство, что и они на вас. Во-первых, тут разочаровашки очень огромные. Знаете почему? Потому что люди привыкли получать все, что хотят, платят за это бабки. Тут и бабки ушли не туда. И, как бы впустую считайте. Ничего, работа не легла, да, на вас толком. Вот. А обрат им еще сверху прилетает. И плюс, конечно, они здесь под
особыми вибрациями низкочастотными. Очень жадные люди. Их будут наказывать через общество. Там на них будет как специфический морок с помощью какого-то ритуала. Смотрите, но здесь больше не ритуал не идет. Здесь идет как вот низкочастотные, на них сидят, и как будто вот люди начнут это замечать. Причем знаете как? Куда бы они ни рыпнулись в своей жизни. Вот что бы ни выбрали, вот хочет человек научиться водить машину, нет. Решил попробовать рисовать, нет. Решил устроиться на другую работу, нет. Везде как, люди против них. И будут их волю ломать. Кстати, тоже через подселенцев. Ваши недоброжелатели очень надеются на то, что им все блага этой планеты свалятся на плечи, и они будут просто, осчастливлены, да не могу, но, увы и ах. Будут очень обсуждать ситуацию либо с вами, либо еще, они кому-то еще делали деструктив, и очень много будут сплетен между собой, тут не один человек. Тут, допустим... И глядите, они через вас, то есть с вас каналы сдирали, и, возможно, в прошлом вообще на ваших каналах существовали, им фартило и перло везде. Они, кстати, за этим и обращались в свое время, но это было некоторое время назад. Ну, как сказать, заслужили, видимо. Что ж тут поделать? Понимаете, вы здесь начали копать себя, вы начали открывать свой потенциал, и это уже по ним ударило. Запомните одну истину. Чем больше вы идете вверх, тем жестче штрафуют ваших недоброжелателей. Потому что определенные силы, как высшие, так и низшие, все это видят, замечают и, знаете, определенные галочки ставят по отношению к каждому. Абсолютно к каждому. Так что... Ну, здесь по этому варианту мне идет, вот знаете... Короче, первый случай. У вас пелена с глаз какая-то спадет по поводу вашего партнера, и вы обнулите эту всю ситуацию. То есть, может быть, и в обществе, в общении с каким-то другом, к кому вы сердечно относитесь. Но здесь еще будет у вас и выбор, после которого вы обнулиться должны будете. А у ваших недоброжелателей развал семьи однозначно идет. Вот хоть убейте, мне идет молодая баба, ну как молодая, давайте так, до 30 уже есть, 30 переход и дальше, которая работает вот в общественном месте. Вот знаете, как... Вот мне сразу пошло как учитель. Или пытается им быть, понимаете? Там есть возможность контролировать. Короче, ну вы понимаете, да, что военные учителя, там буквально единицы, которые избраны и по призванию идут. Все остальные из них хотят доминировать и подавлять других. И это гребаный факт, как бы не хотелось его признавать. Поэтому здесь имеют то, что имеют. Но они на 13 число тоже трудились, это могу вам сказать сразу. Готовились, во всяком случае.
Хотя, знаете, нисколько готовились, у них уже сил не особо хватает на подготовку в вашу даже сторону. Они начали бороться против своей кармы. Хотят выйти из этого деструктива, который уже пошел. Ну, смекнули, короче говоря, что им летит. Ну, пусть балуются, их выбор, в принципе. Стихия Земля, я вас благодарю за просмотры. Оставляйте ваши комментарии, делитесь впечатлениями. А я вам желаю добра этого мира. Пока-пока. Стихия огня, я вас приветствую. Давайте посмотрим, как ваши ритуалы на 13 число прошли. Чистки. Вы здесь больше счищали свои иллюзии, которые вам не давали войти в творчество, заняться любимым делом, быть вообще в ресурсе. Здесь поджирали вашу энергетику. Здесь, вот знаете, такое идет, как будто выели вас изнутри. И вот это вы счищали. Но если у вас еще есть замешательство, или вы как-то себя потерянно чувствуете на новом каком-то месте, в новой обстановке, значит, еще работать и работать нужно, брать все под свой контроль. Либо вами манипулируют, либо вы манипулируете людьми. Сейчас посмотрю, какой вариант здесь прострелил. Поглядим, что вам там делали. Слушайте, стихия огня здесь тоже связана с тем, что должна восторжествовать справедливость. Не давали вам встретить свою вторую половину, людей, которые идут на ваших вибрациях и которые вам близки по духу. Що я маюсь? Вы. Вами манипулируют. Знаете, что делали? Короче, призывали определенных сущей для того, чтобы вы чувствовали в себе неуверенность, неопределенность, винили себя за что-то, знаете, или считали себя каким-то не таким, либо дураком, допустим, ой, я недостоин этой должности, потому что мне еще дофига надо выучить. Ну и вот все в этом роде. Ближайшее окружение, кстати, чистить вам надо. Оттуда ноги растут. Здесь еще много нужно работать, ребята, по стихии огня. Здесь... Здесь еще есть, конечно, такой вариант, что вам вселяли страх. Здесь, если ритуалили, то это только начало. Вот знаете, только-только всплывать начинаете. Итак, что ждет ваших недоброжелателей даже за то, что вы уже начали делать? Ваша духовность нужна недоброжелателям. Слишком вы хороши, зависть идет.
Будут кому-то пытаться обратиться, дабы вас привязать, подчинить, подавить вашу волю, но, увы и ах, ни к чему это не приведет. Люди, кстати, могут по отношению к вам много лицемерить, поэтому будьте осторожны. Также, кстати, от недоброжелателей, знаете, что у них будет? Их лицемерие вскроется. Они для себя новой жизни хотели, но на чужом горбу въехать в рай. Если они поменяли место жительства, место работы, то есть партнера, какие-то изменения произошли у них, то они ошибаются. Да. Здесь очень много людей будет против них настроено, по сердечной чакре будут лупить их безбожно. То есть это люди, которые будут им понижать их самооценку, унижать их достоинство, ни во что не ставить. Причем, знаете, будут это говорить в открытую, там, ты лошара, допустим, да, или ты, ни черта ты не достигла, потому что ты из себя ничего не представляешь. И здесь люди тоже в определенных, знаете, у них с башкой что-то не лады, потому что они очень уверены в своей духовности и в том, что они общаются с высшими силами, и те им дают наставления. Но эти люди, знаете, вот из области, короче говоря, очень прислушиваются, они не прислушиваются, они зависят от мнения окружающих, это раз. Эти люди делают вид набожных, по храмам могут бегать, ходить, на публику играть роль святых, пушистых, белочек. Ну а по факту здесь как-то созвучно с стихией Земли, с первым вариантом, который я смотрела. Вот та же самая белиберда идет практически по недоброжелателям, по вибрациям. Почему? Потому что здесь жизненный путь, понимаете, тоже у недоброжелателей. У них были планы одни, а им на их пути попадаются, просто жесть какие товарищи, еще похлеще них, и будут просто их, гнуть в поклоны до пола, понимаете, чтобы челобитную устраивали. Ого, как интересно. Короче говоря, мнение окружающих людей на них сильно повлияет, и у них, как вот они к кому-то пойдут, и этот человек им разобьет все их иллюзии и скажет: господа, так это вам расплата за то благополучие, которое вы хотели получить с помощью кого-то, а не вкалывая самим. Хотя, знаете, вот недоброжелатели могут и работать, да, там всю жизнь, допустим, стараться, все будет проходить мимо рук. Почему? Потому что если ты хотя бы раз влез в волю другого человека, плевать каким образом, за это будет наказание. В любом случае. А здесь так,
давненько, но люди хорошо влезли. Поэтому вот так вот стихия огня у вас. Тоже вот как-то идет мне, понимаете, вот энергии недоброжелателей. Такое впечатление, что одни и те же люди просто, знаете, как разные промежутки времени. И сейчас как будто вот подсобралось все. И им, ну, отхлестнет за все их деяния только скопом. Не знаете, когда вот кусочками летит, да? А вот когда скопом все прилетает, вот оно по накопительной системе копилось и полетело, короче. То есть, если бы было по чуть-чуть, знаете, они бы еще подстрелялись. А там большой ком, и вот реально стихия земли и стихия огня, поглядите. То есть, это по-любому ваш фин-канал сдергивали и, как я уже сказала, вами манипулировали. Здесь вот тоже схожи очень, как будто две бабы работали. Итак, красные ловцы снов, я вас благодарю за просмотр, оставляйте ваши комментарии и пожелания, а я вам желаю добра этого мира. Пока-пока. Итак, стихия воздуха, я вас приветствую. Давайте-ка поглядим, что у вас там по ритуалике прошло. Будет у нас продолжение марлезонского балета или у вас отдельная какая-то история? Как прошли ваши ритуалы? Здесь вы выходите из состояния жертвы. Где-то что-то не получалось, у вас все пойдет, и знаете, как стабилизируется. Вы в каком-то поприще, на каком-то месте работы, в какой-то сфере своей жизни обретете прям такую, знаете, офигеть, какую классную стабильность, и вас еще, ну, попробуй потом сдвинуть с вашего трона. Кстати, прежде чем сделать этот ритуал, прежде чем прийти к нему, к этой чистке, к этому ритуалу, да, что вы проводили, вы реально очень много отдали себя, прежде чем прийти к вот этому, научиться узнать это. Здесь защиты, в основном здесь защиты я вижу. Да, ребят, вы здесь истину освобождения получаете, с помощью свечей работали. Итак, смотрим, что вам делали ваши недоброжелатели. О, как! Я даже не знаю, что вам тут сказать, ребят. Второй раз карта выпадает. А здесь вы что, привлекали к себе что-то? Кроме защит, здесь как привлечение ваших недоброжелателей не показывают мне.
Здесь идет очень жесткая, понимаете, нет, не то чтобы жесткая, вы очень много энергии вложили в ритуал на привлечение красоты, здоровья, плодородия, удачи, успеха, стабильности, радости. Вам не хватало радости. Вы знаете, вы, возможно, несколько лет не помнили, как это искренне смеяться. Еще дополнение про... Ну, вы здесь перли по всем фронтам. Опять второй раз эта карта попадается. Да, огнем работали, освобождение прошли. Глядите, делали вам, старались, чтобы вы не смеялись, не радовались, а сидели в какой-то деструктивщине. Это раз. Помните, сказала, вы многое отдали. На красоту, на внешность, на здоровье, на женскую силу, мальчики, на себя, на мужскую силу. Вообще старались изо всех сил. На кладбище по вам однозначно работали, страх вселяли. Родовые темные, прошу прощения, родовые деструктивные программы поднимали вашу жизнь. Заговоры читали и вся остальная белиберда. Тут прям, знаете, букет. Такой, миллион алых роз. И так, и вы как-то так выстрелили многогранно ритуалом этим. То есть по всем фронтам проехались так основательно. Я уж не знаю, как вы себя прокачали и как проработали, что с вами случилось. Точнее сказать, что в вас включил ваш род. И вы вот знаете, вы как будто долго сидели, аккумулировали это все, аккумулировали, и потом, бух, сверхновая, короче. И эта волна смела абсолютно, ну если не абсолютно весь деструктив, сейчас я посмотрю. Еще есть момент. Нет, не весь деструктив, но очень приличные пласты его вы сняли. Так, глядим, что ждет ваших недоброжелателей. Может, вы их, ну, если они там в вашем поле зрения, то узнаете об этом, что их ожидает. Молятся о благополучии, о новой жизни, о том, чтобы у них все было классно, о разочаровашке, да. Через, не знаю, они что там работают, но молятся. Известия какие-то будут получать о том, что их предадут. И знаете, такое у них состояние будет, разочарование, что, ну, вплоть до суицида у людей. Будут мысли такие пробегать, то есть настолько вот душевный трындец у них будет. Под мороками тоже. Будут очень много разговаривать о том, как у них плохо, тем самым еще больше будут привлекать к себе деструктив. Обращаться будут кому-то за помощью. Ух ты, блин. Слушайте, третий вариант. Стихия воздуха. Вот мне так и хочется сказать, что как будто вот, ну, каждый из вас смотрит, знаете, на одного и того же человека, только в разное время. Ну, хотя у вас нет, у вас от ваших недоброжелателей другие энергии идут. Короче говоря, они обратятся к какому-то товарищу, колдуну, могу, я уж не знаю там кому, да, за помощью, защиты, видимо, подобновить захотят. Здесь тоже работали на подавление вашей воли, на то, чтобы вас подчинить себе. И глядите, короче, а им этот человек говорит: ребят, у вас есть два варианта. Либо вы отрабатываете вот так, либо по вашу отработку приходят высшие силы. То есть либо добровольно, либо принудительно будете отрабатывать.
Тут знаете, как вот интересно, недоброжелатели обращаются к каким-то ведунам, а те уже не делают деструктива. То есть, знаете, такое впечатление, что вот эти все энергии, которые сейчас происходят, они прокачали и многих практиков. То есть, знаете, кому-то, кому получилось, мозги вправили, но остальных все еще только ожидает. Ух ты! Тут прям этот человек им скажет, а вы пока не покаетесь в том проклятии, в том лицемерии, которое вы совершили, вы ни черта в этой жизни не получите. То есть, ну, у вас будет просто, ну, кабала, а не жизнь. И здесь знаете еще что? Я забыла по стихии воды, прошу прощения, по стихии огня сказать. Да, в принципе, это ко всем относится. Смотрите, если люди срут друг другу, а просят прощения у боженьки в храме, то, ну, эта схема не работает, господа. Как бы вам ни хотелось, она, ну, не работает. Более. Она и раньше не особо функционировала, да, если, ну, кому-то и удавалось, то... Ой, долго челобитную отдавали в храмах. А сейчас вообще эта фигня не проходит. То есть, ну, значит, гадить мы будем кому-то, а у боженьки просить прощения. Да боженьки они, ну, не надо, поверьте мне. У него своих куча дел. Им придется отказываться от того, к чему они уже привыкли. Знаете, как держать какой-то пост. То есть, допустим, люди... Но здесь больше идут гедонисты, которые себе ни в чем не отказывали. Вот здесь они будут полностью закрыты, и придется жить и ущемлять себя во всем, абсолютно во всем. И если они не примут этого решения, то у них еще хуже пойдет. Это им этот человек скажет, к которому они будут обращаться, попробует как-то им, ну, подсказать, как можно их ситуацию облегчить, да. Ёб твою. Стихия воздуха. Я тут немножечко слишком хорошо высказалась о том человеке, к которому они будут обращаться. Они еще обратятся к нему с той целью, чтобы увильнуть от наказания. Он их вроде как отсчитает и скажет, а-та-та, так делать нельзя. Но при этом, видимо, бабки берут свое. И вуаля! Он им подсказывает, как и что им делать для того, чтобы... Короче, он сыграет на их гордыне, понимаете? На их жажде... Вот чтобы им, знаете, как льстили, вот в этом роде, чтобы они чувствовали себя выше других, понимаете? Вот этот человек сыграет на вот таких чувствах ваших недоброжелателей, и, короче, что-то им там подскажет, чтобы они были предупреждены о том, когда к ним летит негатив. Подскажет, как работать на кладбище. Но знаете, в чем интересный момент? В том, что как бы они что ни просчитывали, ни этот, к кому они обратятся, мастер, ни ваши недоброжелатели, неупокоенные и силы кладбища, и, ну, имеют на них свой план передач, понимаете?
О как! Они будут думать, что они исцеляются, а там нет. Там с помощью болезней могут закрывать людей от партнерства, от любви, от счастья, от денег, от общества, вообще любыми методами. Приговор будет выписываться высшими силами. Нищета, болезни. Через подселенцев, да. Наставник этот будет лжецом. Слишком ваши недоброжелатели поверят в слухи об этом человеке, что якобы он классный, хороший, он много кому помог. Короче, побегут к нему, а там просто хороший, знаете, такой психотерапевт, который сразу высекает слабые стороны таких людей, играет на них и имеет то, что ему надо. Вот так вот стихия воздуха. Ну, тоже интересно так, интересно. У вас так прям аж забавненько. Пишите ваши мне комментарии, делитесь впечатлениями по поводу этого расклада. А я вам желаю добра этого мира. Пока-пока. Итак, стихия вода, я вас приветствую. Давайте-ка посмотрим, как ваши ритуалы прошли. Что вам делали, что вы сняли, не сняли. Ничего ваших недоброжелателей ожидает. Так, как прошли ваши ритуалы? Ух ты! А вас прям вели, ребята, к этому исцелению. Здесь, знаете, вот четко, что вас как будто вели к тому месту, куда вы попали. Вот прям вели. Это высшие силы вас вели. Для того, чтобы именно в этом месте, в это время, знаете, как сошлись многие звезды, и вы получили позитивные изменения. Что-то вы отпускали, с чем-то прощались. Открывали свое сердце для перемен. Ух ты! Здесь в самом сложном варианте ребята учатся работать. Ну, то есть вы учитесь работать и уравновешивать в себе светлые и темные силы. Это в сложном варианте. Если в обычном, то здесь вы приходите к внутреннему балансу. Внутреннему покою. Если еще его не достигли, значит вы в нем нуждаетесь. И вам нужно во всем искать баланс. Не так, как вам говорят, не так, как думают ваши родственники, что вам вот так будет лучше, ваши друзья. Хрен там. Здесь внутренний баланс, когда вы делаете, что хотите, когда хотите, с кем хотите. В творчество идите, ребят. Без разницы, чем вы займетесь, вот этот период вам очень много дает энергии в творческие какие-то порывы. Вот используйте это время для творчества, для своего. Тут прям как вам род пришел и высшие. Если из рода, ну, если хорошо с родом вы уже на «ты», то здесь из рода очень древние вышли. Очень древние. То есть, ну, прилично так. Хорошо, давайте посмотрим, что там по недоброжелателям у вас. Вот знаете, что-то у вас в какой-то сфере жизни был небаланс. И вас вот вели к этому месту. Может, вы вообще очень долго, знаете, там круги накидывали. И вот как вот
силы, понимаете? Вот вы когда остановились, нашли это место, и к этому месту спустились многие силы. И род ваш, и к кому вы обращались, если не только к роду, там, к богам, к примеру, да, к тем местам силы, на которых вы были. Здесь вот прям, если вы никуда не ездили, значит, вы вот так вот, знаете, может, долго не могли найти время для ритуала, да, место, позу, я не знаю, вот. И вот нашли, короче, поняли, что все, вот здесь мне нравится, все делаю. И вот прям, знаете, как поток энергии шел сверху и снизу к вам. Интересненько. Так, смотрим, что ваши недоброжелатели там делали. Стихия воды, я вас поздравляю. Ваши недоброжелатели не знают, куда себя деть от того, что им летит от вас. Они реально, ну, у них покоцанная защита. Они уже не знают, кому податься, кому заплатить, чтобы хоть что-то сработало и им помогло. Они в состоянии жертвы. Они пытаются найти те же подходы к магии, которые нашли вы. Что делали? Хотят ваше знание, хотят узнать, что же у вас там за защиты стоят непробиваемые. И к кому вы обращаетесь, с кем вы заключили договора, сколько вы башляете. Они не понимают, что вы никому не обращаетесь, они не знают, что вы и есть практик. И это ваш плюс перед ними. Пусть думают, что хотят, не смейте развенчивать их иллюзии по поводу этой ситуации. Они не понимают, что те, с кем вы договорились, ну, им пока это не дано. Может, если проработают себя, то да. Чего хотели? Знаний ваших хотели. Может, тоже по местам силы бедолаги поехали. Понимаете, вот здесь идет, не знают, куда уже кинуться, куда побежать, кому заплатить, кому в руку всунуть, ну, лишь бы им помогли. А никто не помогает, если, ну, только обещают, понимаете? А они себе защиты не могут выстроить. А как они выстроят защиту, если они, ну, творили деструктив, а ваша защита не наносная, не знаю, то есть ваша защита от высших сил дана родом, дана высшими. То есть, ну, ее поколыхать сможете только вы, если вы себя неблаговидно поведете. Ну, классно. Голубой вариант. Голубые ловцы снов, стихия воды. Я прям, ну, за вас офигительно рада. Я прям, вот знаете, вот, ну, вот энергии ваших недоброжелателей, они прям вот это мечутся, да, короче, и, ну, мне смешно от их телодвижений в пространстве, от их метаний. Потому что, вот смотрите, если или когда ваши недоброжелатели, но это если вы сами ляпнете, узнают о ваших защитах и о том, какой силой вы обладаете, их просто только от зависти разорвет, они лопнут как жабы. Вот просто, вот знаете, мясо в разные стороны разлетится. Я вам серьезно говорю. Только от одной зависти. Они не понимают, как это. Мы прибивали, а тут, блин, как? Что такое? Ой, ну... Клоуны, честное слово, клоуны. Ну, давайте будем честны, вот этот вариант, вы ж к вот этому всему тоже, да, не вот так вот пришли. И мы все это с вами понимаем. Прорабатывать пришлось до ебени фени, чтобы достичь этого. Здесь есть какой-то момент, знаете, как... Вас, да, вам пытались защиты ваши сдернуть, по башке получили. Знания хотят ваши забрать, что-то там подключаются как-то, по башке получили. Есть момент того, что в состоянии жертвы вас где-то там, знаете, задеть за какие-то струны, там,
поплакать, вспомнить, что у вас там, знаете, не получается. Ну, короче, какой-то, знаете, такая мелочь какая-то, которую вроде как ты и проработал, но вот еще есть за что-то зацепиться к вам. Но с другой стороны, вы же не можете быть, ну, как роботы, да, ничего не чувствовать, ничего не помнить и полностью отрезать все эти эмоции, которые вы пережили, которые вас привели к этому, да, ну, к тому, что вы вот имеете такая протекция от высших сил, она ж не просто так дается. Ну, короче, вы меня поняли. Поныть иногда тоже можно, я вам хочу сказать. Даже иногда нужно, особенно для девочек. Это полезно. Итак, что ждет ваших недоброжелателей? Так, лайт-версия, все их начинания закрываются, хард-версия, и отрабатывают их дети. Тупо по детям. Видимо, там люди не умеют любить никого и ничего, их будут учить через детей. По отношению к их детям будет какая-то фигня производиться со стороны третьих лиц. Знаете, как недоброжелатели вокруг, и вот на их детей ополчаться. Может быть, что у них рухнет, если есть дело свое, рухнет дело, уйдет с должности. Короче говоря, потеряет тот проект, над которым трудился очень много лет. Вот так вот. Ох-ох-ох-ох-ох-ох. Проект проектом, мальчики, девочки, будет отдача по детям, как ни крутите. Здесь сами предки выходят от вашего недоброжелателя и говорят, это для того, чтобы научить людей духовности. Будут проводить через нищету и через денежную, и через духовную, для того, чтобы донести до них. Чтобы они учились состраданию, учились ценить судьбы жизни, чувства других людей. Слушайте, все 4 варианта сегодня, блин, будут обращаться ваши недоброжелатели к какому-то тоже. Все побежали по бабкам, по деткам, короче. Исцеляться, власти хотят. Ой, как они хотят власти. Им, видимо, вот эти все магуи рассказывают о том, что... Ну, я здесь хочу сказать, что вряд ли вас еще вот эти вот знахари или кому там ваши недоброжелатели бегают, что они вас правильно просмотреть могут. Здесь вряд ли. Власти, то есть, знаете, как им по голове дают, а они власти хотят, а их, короче, разрывает на части, да, за колдовством побегут. Ой, а они хотят той власти, которую у вас есть, понимаете, здесь люди просто, ну, в бешенстве, они вас лупили, может, многие года, а вы не просто не сдохли, вы воскресли, крылья расправили, еще за вами сзади полк стоит ваших помощников, да, и свыше, и сниже, и дают всем пиздюлей. Ну, конечно, сами понимаете, что с вашими товарищами-недоброжелателями будет происходить. У них здесь, знаете, прям помешательство на том, чтобы у вас эту власть забрать. Хотят с помощью колдовства снять обраты, которые им летят за их проклятия. Не знают, как уже, понимаете, себя, ну, обезопасить, короче говоря. О боги, они еще надеются, что накажут их врагов. Те, кто, короче говоря, ваши недоброжелатели с помощью, то есть высшие силы через третьих лиц будут вашим недоброжелателям объяснять, что они не сделали, поступили неправомерно по отношению к вам,
А ваши враги, они еще и злятся на других, понимаете, мол, ну нифига себе. Тоже люди, зависимые от мнения окружающих. Все 4 варианта, как будто вот одна и та же история, только в разное время. Вот этот вариант по стихии воды самый вот, ну, первый по временным рамкам, а остальные все идут, ну, дальше в историческом, ну, короче, дальше по хронологии, в историческом, так сказала, прям мы тут великие, да, какие-то люди, что по нам уже историю пишут. На кладбище будут бегать, чтобы свои дела улучшить, типа, чтобы все изменить, развернуть в свою пользу. Или через предательство пройти и отработать. Либо за свою гордыню получить подселенцев и отрабатывать через них, а уже как там высшие силы определят сами, если не остановятся. Вот такой вот интересный у нас сегодня получился расклад по недоброжелателям. Отпишитесь мне, пожалуйста, все варианты. Стихия Земля вы также. Вот, ну реально, как будто одна и та же история в разных временных в общем, вы поняли меня, в разное время, понимаете, как будто вот одни и те же недоброжелатели загаданы. Вот показано, что они делали в начале, потом, когда они угомонились, и по итогу, что отхватывают сейчас. Вот у меня больше такое идет по ним. Ну, а я благодарна вам за просмотр. Стихия Земля, оставляйте ваши комментарии. Как я уже сказала, делитесь впечатлениями. А я желаю вам добра этого мира. Пока-пока.